Что если параллельно с нашим городом существует еще одна Москва? Невидимая небесная Москва, которую построили птицы. Это рассказ о моем проекте «Птички-москвички». На примере этого проекта я хочу показать, как один набросок превращается в проект длиной почти в 10 лет. И я покажу весь путь от поиска метафоры, от первых прототипов до выбора материала и организации выставки. Это не универсальный рецепт, ведь каждый художник уникален, и если вы когда-нибудь хотели сделать что-то свое большое, то эта история может быть вашей такой картой. Итак, птички-москвички всегда на бегу. Куда они вспорхнут, берут этот город с собой, крикливо бранятся и песни поют, и щелкают тонкие клювы, плывут золотые шапочки. Птички друг друга терпеть не могут, но их щебечущие сердца стучат как одно, и белые искры, илы, бетоны, мраморные кудряшки. Птички-москвички нарядно и тихо шагают меж нас, глядят только вверх и в лапках своих крошат этот город, пепел и уголек. Со всех сторон наблюдают птички-москвички и ждут продолжения старых историй и в тишине одинокий смех. Идея родилась в начале 2016 года. К тому моменту я уже 10 лет как занимался изготовлением авторских персонажей из пластика и, признаться, немножко от этого тиражирования устал. Хотелось более благородных материалов, какой-то большей уникальности. И очевидно, что этот новый проект, который пока еще только маячил, должен был быть посвящен, как и все мои проекты, тоже персонажам. Но каким — это был вопрос. Я рисую каждый день, и в своих набросках тех лет все чаще и чаще обращался к птицам. Есть что-то в их формах такое неуловимое, родное и в то же время загадочное. И для того, чтобы сложить эти наброски этих птичек в какую-то единую картину и историю, эти разрозненные наброски нуждались в наборе идей, из которых можно было собрать концепцию. И вот некоторые из них. Птица — это метафорический образ девушки, идеал красоты, изящества и загадочности. Птицам принадлежит к нескольким мирам одновременно. Они так называемое лиминальное существо, а также они персонаж наблюдения, то есть они смотрят, не вмешиваются и лишь иногда приносят нам весточки. В этом параллельном мире есть своя Москва, и идеи о ней птицы нам начирикали, в лапках своих принесли, и так появился еще один городской слой, принесший свой набор идей, таких как «Дерево зовет огонь», о появлении нового через разрушение и призрачные воспоминания о пожаре 812 года. Также под той вымышленной и под нашей прекрасной Москвой текут подземные реки, такие как Неглинная, Пресня, Ольшанка. И они — это память города, его подсознательная тайная история. И еще одна важная тема, которую хотелось попробовать нащупать, это ностальгия без воспоминаний. Мне хотелось сделать визуальную часть такой, чтобы она была родной и уютной для каждого зрителя, чтобы вы могли сказать: «Я это знаю, я это помню», но хотя на самом деле видите вот это все впервые. Вот так через набор идей вырисовалась концепция персонажного проекта, фантастического города, который птицы строят в своем секретном месте и время от времени приходят к нам в гости, чтобы что-то такое интересное нашептать. Когда концепция сложилась, встал вопрос материала, и тут все оказалось, в общем, достаточно плотно связано, потому что дерево — это идеальная метафора того, о чем я говорю. Дерево — это рост, жизнь, это органика, дерево — это материал с историей, возрастом, с характером. У каждого куска своя текстура, свой цвет, своя история, и дерево делает простую форму, как видно на этих примерах, выразительной. Его текстура прекрасно работает с любыми формами, с органическими, механическими, ну и дерево зовет огонь, конечно же. Для реализации задуманного я выбрал обработку на токарном станке. Токарная обработка — это создание фигур вращения, то есть заготовка зажимается двумя концами в станке, а затем с резцом выбирается все ненужное, и остается красивая чистая форма. Это один из самых архаичных и древних способов производства. И до появления станков так делали корзины, горшки, миски, веретена — все это объекты вращения. И еще забавно то, что фигурой вращения является птичье гнездо. Вот так сошлись концепция, метафора и технология. Я арендовал мастерскую, токарный станок, вступил в сообщество токарей, совершенно удивительных людей со своей субкультурой, и начал учиться. Токарное дело — это не то мастерство, которое освоишь за выходные по туториалам. Это ремесло, которое требует времени, практики и множества пройденных попыток. Всего в проекте было использовано около 20 сортов самого разного дерева, как местные, разные хвойные породы: яблоня, орех, дуб, ясень, так и экзотические: оливия, скумпия, самшит, зебрана, железное дерево и разные другие. Некоторые деревья из местных были посажены прадедами моих друзей на подмосковных дачах. Их использование в проекте — это отдельная точка красоты. К дереву нужно было добавить что-то еще, что-то контрастное, что дает другую текстуру, совсем другое ощущение. И выяснилось, что это будет стекло.
Стекло — это образ воды, света и времени. Оно прозрачное, хрупкое, текучее. Я придумал такие емкости, вот они здесь есть, которые птицы носят с собой. Такие маленькие стеклянные сосуды, как будто птицы что-то в них переносят из своего мира, приносят к нам. Эти емкости произвели по моим эскизам на стеклодувной фабрике в Клину, и каждая из них уникальна. С неровностями, пузырьками воздуха, с той живостью, которую дает ручная работа. Сочетание дерева и стекла дало именно тот эффект, который я искал. То есть это тепло и холод, органика и хрупкость, объединенные вместе. Работа над первичным материалом, то есть обучение, поиск форм, сочетаний, заняли чуть более 1,5 лет. 1,5 года — это много и мало одновременно. Много, потому что каждый раз, приходя в мастерскую, ты делаешь примерно одно и то же. Ты ищешь, пробуешь, ошибаешься. А мало, потому что в это время нужно было не просто научиться работать со станком и резцами, но и найти свой визуальный язык, понять, какие формы работают, какие нет, как сочетать разные породы дерева, как добиться нужного баланса между простотой и выразительностью. Создание одинаковых голов этих птичек — это стало отдельным таким медитативным ритуалом. То есть это одно и то же действие, одинаковая технология, но было совершенно не похоже на утомительное тиражирование пластиковых фигурок, так как в токарном деле даже одинаковые детали получаются совершенно разными. Да, это была связь с предыдущим моим опытом массового тиражирования, но на совершенно другом уровне, с каким-то другим качеством переживания. К середине 2017 года у меня накопилось достаточно работ, то есть это сами персонажи, вот они здесь птички разных форм, размеров, из разных пород дерева, элементы среды их обитания, детали того мистического, фантастического города из параллельной реальности. И по истечении всего этого времени хотелось срочно, обязательно, скорее кому-то это все показать. 1,5 года работать в мастерской практически в изоляции, без видимого результата, без обратной связи, кроме отзывов коллег, конечно же, это довольно тяжело. Вот, поэтому 18 мая 2017 года в баре с дурацким хипстерским названием «Пёс Борода» мы устроили первый показ «Птичек-москвичек». Логотип для афиши сделал Миша Струков, бывший хедлайнер одежной марки «Блок», а ныне почтенный шрифтовой дизайнер. Это была очень скромная, но насыщенная вечеринка. Мне было важно получить подтверждение, что проект работает, что он находит отклик, а после этого на какой-то момент поставить точку или многоточие, чтобы немножечко выдохнуть. Но спустя какое-то время встал вопрос, а что теперь, куда проект движется дальше? Параллельно мне хотелось показать работы международной аудитории. Не потому, конечно же, что российской аудитории мне недостаточно, просто интересно было посмотреть, как на проект отреагируют люди из другой культурной среды. Несколько работ я отправил в галерею Stranger Factory в Альбукерке, штат Нью-Мексико. Это известная галерея, которая специализируется на художественных игрушках, на арт-тойс, на софобии. И там в этот момент проходила выставка Toy Makers of the Planet Earth, такая коллективная выставка авторов игрушек со всего мира, и птички-москвички заняли там свое заслуженное место. Какое-то время проходили переговоры с галереей в Гонконге, долгие, обнадеживающие, но, к сожалению, бесплодные. А затем мы взяли работы с собой на ToyCon UK в Лондон. Это небольшая конвенция, посвященная авторским игрушкам, виниловым фигуркам, поп-культуре и всему этому милому коллекционному арт-движению. И работы там вызвали достаточно большой интерес. Возможно, потому что это было что-то новое и необычное, при этом абсолютно в контексте того, что там происходило. А все-таки это были персонажи, тоже авторские фигурки, но совершенно в другой, нехарактерной манере исполненные. Но, правда, донести весь богатый контекст проекта в формате конвенции не получилось, потому что на таких мероприятиях нет возможности аккуратно все это рассказать, а посетителям вникнуть в сложные концепции. Хотелось бы, чтобы все услышали про подземные реки, и про дерево зовет огонь, и про параллельную Москву. Но всю эту концепцию и красоту совершенно невозможно передать на шумной конвенции, поэтому пришлось довольствоваться просто эстетикой. После этого мероприятия выставочная часть проекта замерла на какое-то количество лет, но не из разочарования, а просто жизнь вела в сторону. Иногда идеям нужно отлежаться, чтобы пойти на второй круг. Но я продолжал работать в цеху, оттачивать мастерство и работать с формой дальше. И вот неожиданно галерея «Пересветов переулок» — это колыбель московского концептуализма и место с невероятной историей, и ее куратор Галина Чернова поставили выставку про птичек-москвичек в свой выставочный план на 2025 год. Попасть в план такой галереи — это уже само по себе большая удача, но большей удачей оказалось время проведения выставки. Это был май. Это особенный месяц для Москвы. Как вы, наверное, знаете, это месяц, в который превращает город в лучшую версию самой себя. Майская Москва — это город-пересмешник. Москва в мае обманчива и притворяется легкой и воздушной, хотя мы-то знаем, какая она на самом деле бывает сложная.
Поэтому, узнав, что выставка пройдет в мае, одна из первых версий названия этой выставки была «Москва, черемуха и цветет», как прямая ссылка к майскому преображению города, но в итоге решили оставить каноническое название «Птички-москвички», оно же само по себе емкое и должно быть понятное. К началу монтажа у меня были подготовлены совершенно разнообразные работы. Это были рисунки, барельефы, скульптуры, но вместе они должны были рассказать историю, а разрозненный материал к этому как-то не очень способствует. Поэтому сотрудники галереи заботливо приняли их в стенах с этого исторического места, а художник и архитектор Алексей Лука собрал работы в такую тотальную инсталляцию. Тотальная инсталляция — это не просто развешенные картинки и расставленные скульптуры, это метод подачи, при котором пространство само становится частью произведения, а зритель погружается в подготовленную для него среду. Итак, зал был организован по двум осям. Первая ось — это здесь и там, а вторая — это идеи и реальность. Здесь и там — это географическая организация. Наиболее приближенный к нам — это город, населенный птицами, тот самый параллельный мир, который находится совсем рядом, за тонкой границей реальности. По мере движения по залу вы уходите все дальше от него, и на максимальном отдалении стоит одинокая скульптура птицы, которая улетела далеко и несет город с собой. Это олицетворение всех тех, кто разлетелись от нас по всему миру и несут Москву в своем сердце. Так частички города рассеиваются по всему миру. Эта скульптура — наше совместное произведение с Алексеем Лукой, чему я очень рад и горд. Вторая ось — это идеи и реальность, движение от абстрактного к чему-то конкретному. С одной стороны зала наброски, какие-то призрачные обещания, рисунки, эскизы, незавершенные формы. Затем та самая потусторонняя небесная Москва, которая существует только в воображении. И дальше через такой импровизированный иллюминатор мы смотрим на настоящую Москву 20 века в виде проекции. Эти две оси пересекаются, и так вы можете двигаться по залу и читать пространство по-разному, как путешествие от близкого к чему-то далекому, или как переход от мечты к реальности, или причудливо по диагонали. И так через взаимодействие фигурок и скульптурных элементов с пространством, через сочетание абстракции и узнаваемости была выстроена выставка, где с одной стороны можно было увидеть яркие городские образы, себя или знакомого, а с другой стороны погрузиться в ту самую ностальгию без воспоминаний, почувствовать что-то родное, хотя ты видишь это впервые. И помогла этому, конечно же, майская Москва. И дальше небольшое обобщение для тех, кто хочет сделать похожий проект. Самое первое, о чем нужно подумать, естественно, это концепция. Это фундамент всего. Не начинайте с техники, начните с вопроса «о чем это?». Найдите 5 или 6 метафор, которые станут каркасом вашего мира, так как без сильного содержания форма останется просто красивой оболочкой. Второе — это то, что материал служит идее, а не наоборот. Я выбрал дерево ради метафоры, жизни, времени, красоты, а спросите себя, какой материал говорит на языке именно вашей задумки и как он усилит ваши смыслы. Третье — это прототипирование, эксперименты и, самое главное, это право на ошибку. Это самая долгая, одинокая часть. Вы ошибаетесь, выбрасываете, начинаете заново. Именно в бесконечных пробах рождается ваша уникальная история. Четвертое — это масштаб. Для создания мира нужно не 3 работы, а целая экосистема. Разные формы, размеры, среда. Зритель должен попасть внутрь вашего мира, а не просто посмотреть на отдельную фигурку. Пятое — это тест-драйв. Покажите работу друзьям в баре или в мастерской, потому что вам нужна живая реакция здесь и сейчас, чтобы понять, дышит проект или еще нет. Шестое — это то, что важен профессиональный взгляд со стороны. Художник создает объекты, но профессиональные помощники могут превратить их в цельное высказывание, и в одиночку собрать этот пазл бывает очень сложно. Седьмое — это контекст. Время и место играют огромную роль. Мой проект раскрылся именно в мае и в резонансе с цветущим городом, потому что если бы выставка проходила в январе, например, это была бы совершенно другая история. Ну и последнее, и самое важное — это терпение. Сильные проекты живут годами, а не месяцами, и будут паузы, будет тишина, но если вера в идею есть, проект обязательно дождется своего часа и прорастет. Так и птички продолжают наблюдать, они сидят там в своей параллельной реальности, чирикают нам о том, что видят, а я продолжу проводить их истории в материал. Спасибо за внимание. Пока.